пришло время познакомить вас с очередным шедевром от Софии Исааковой – пленительный аметист. Этот сорт произошел от опыления двух очень известных сортов – черная красота и полосатая раковина. Растение индетерминантное. На конец июля вытянулось уже более 2 метров, уперлось в крышу теплицы, но и сегодня я его буду прищипывать. Растение среднеспелое, куст очень сильный, стебли толстые. Я формировала одно растение в 2 стебля и второе растение пустила в 1 стебель. Завязывается каждая кисть в наше сложное, очень холодное, иногда жаркое лето. Завязались абсолютно все плоды. Сразу же могу сказать с уверенностью, что в 2 стебля формировка намного лучше. Плодов больше, а по весу они практически одинаковые. При очень переменчивой погоде плоды часто не завязываются, получаются пустоцветы. А здесь, посмотрите, даже вот маленькие пуговки, и то все завязались. И так абсолютно на всех кистях. Растение, я уже сказала, довольно крепкое, стебли толстые. И вот такие же крепкие листья. Но они не очень длинные, но при этом они смотрят все в стороны. И за счет этого растение занимает, конечно, много места. Лучше всего высаживать одно растение в одну лунку и вести в 2 стебля. Кисти формируются через 3 листа. Кисти очень и очень сложные. Вы посмотрите, сколько здесь плодов. Это вот раз, два, это 3-я кисть. Я даже счет потеряла. В общем, их очень много и много. При том, что маленькие тоже начинают завязываться. Вот 4-я кисть. И хочу сказать, что плоды не мелкие. Они еще только-только развиваются. Это их технический цвет. Темно-темно-зеленые. Плечи темно-фиолетовые у неспелых плодов. Ну, очень красивые. Посмотрите, какие красоточки. А главное, что какие же кисти сложные. И вот так завязывает абсолютно все плоды. Вот одна кисть пошла в одну сторону, другой черешок еще в другую сторону. Ну а при полном созревании, знаете, цвет просто лососево-малиновый и с такими неоновыми красивыми плечами. Шикарный цвет. Вот это на растении 1-я кисть. Она не заламывается, ее не пришлось подвязывать. Но вот 2-я кисть, видите, она заламывается. Поэтому некоторые кисти, конечно, надо подвязывать. Вот здесь я их уже подтянула на крючки. Эту тоже нужно будет подтянуть обязательно. Иначе томаты останутся вот почти такими же мелкими, не наберут своего веса. А они ведь должны быть примерно вот такого веса. До 300 граммов. Форма плодов может быть чуть-чуть разная. Вот такая сердцевидная. Может быть приплюснутая. Ну и, конечно, нужно помнить, что сорта Софии еще очень и очень молодые. Они могут расщепляться. Но вот мне повезло. У меня уже сорт F6. И он уже довольно стабильный. Не расщепился. Какое точное название сорта. Пленительный аметист. Сорт действительно пленит, завораживает своим цветом, формой плода. Красивая сердцевидная, ребристая, очень аккуратная плодоножка, пышные бока у плода, чуть-чуть сплюснутый, если смотреть в другом разрезе. Шикарный сорт. Вес плодов может быть до 300 граммов, но встречаются плоды и более крупные. Ну а также и более мелкие. Посмотрите, какой малявочный, грамм 30. Но тоже очень и очень вкусный. Но их очень и очень мало. На разрезе томат просто идеальный. Мякоть плотная, сочная, маслянистая.
кожица тонкая. К сожалению, такие томаты долго не хранятся. И вкус потрясающий. Сладкий-присладкий. Всегда очень сложно описывать вкус, потому что у нас с вами вкусы разные. Но для любителей очень вкусных, сладких томатов это ваш сорт. Урожайный, супер вкусный, не болеет. А главное, что плодоносит абсолютно при любой погоде. Это лето нам прекрасно это показало. Ну как такой томат не вырастить? Я советую вам с этим сортом обязательно познакомиться. Сорт пленительный аметист пополнит нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ru. Ждем вас в гости. Пока-пока.